Состояние воина — это когда человек может чего-либо добиться или что-либо добиться. Добиться возможностей, добиться вообще всего. Но оно требует от человека определенных знаний некоторых компонентов. Какие это компоненты? Давайте я вам сегодня расскажу. Если вы будете жить через эти компоненты или внедрите их в свою жизнь, то это может очень значительно изменить вашу судьбу, и следуя им, вы можете быть очень сильными. Первое — ресурсное состояние. Называется, о нем я вчера говорил, ценность вашей персональной жизни. То есть вы, насколько вы себя глубоко оцениваете и сколько вы для себя ценны, а также для окружающих людей. Так вот, ваше состояние как воина — не заморачиваться над своей ценностью. То есть это самое главное, что должен знать человек. Люди думают, что чем больше у вас будет заморачивания о вашей ценности, я умная, я взрослая, я еще какая-то, это все не облегчает ваш путь, а усложняет. Чем больше у человека ценностей персональных самого себя, по-другому это как он себя воспринимает или как он строит ценность своей жизни для себя. Что такое ценность? Это сколько я зарабатываю, там, какой у меня возраст, почему меня должны люди уважать, почему меня должны близкие любить и так далее. Вот это все называется столб. Чем больше у вас этот столб, чем сильнее он у вас находится, тем больше на вас влияет время, и жизнь старит вас. Поэтому и вот в таких состояниях вы корабль делаете очень тяжелым, и ему плыть тяжело. Поэтому чем больше у человека амбиций, хоть и говорят, что амбиции это хорошо, я вам говорю, амбиции, которые вы транслируете для людей, не страшны. Здесь говорится речь не о том, как вы себя транслируете окружающим людям, а как вы относитесь к себе. То есть, насколько вы ценны для себя, в чем ваша ценность. Вот я вам хочу сказать, в тот момент, когда вы переосмыслите себя и свою жизнь, и все свои достижения, и приравняете это для себя опять-таки же к нулю, и перейдете к тому, что все или все ценности, и вся важность ваша, она заключается в одной цифре, это цифра 0, вы очень измените вашу судьбу в сторону ресурсного состояния. Ресурсное — это значит много, энергетически сильный, в сторону успеха в жизни. Второе состояние, я его называю, как же правильно сказать-то, не жалейте себя. Вот состояние, при котором нельзя себя жалеть. Даже если плохо, даже не страдайте, вот так нужно сказать. Не страдайте и не жалейте. Не страдайте и не жалейте, и никому не рассказывайте о том, что вам плохо, о том, что вы страдаете, о том, что вас нужно жалеть. Это очень плохо. Есть униженные, оскорбленные, у них возможностей нет. Посмотрите на Трампа. У Трампа нет ни грамма элемента, при котором его нужно было бы жалеть. Почему? Потому что он настоящий воин, он идет по пути настоящего воина. Если человек говорит, нас обманули и так далее, то это он страдает и жалуется. Это говорит о том, что человек находится в малоресурсном состоянии, и он не воин. Воин не страдает, не говорит о своих болезнях, никогда ничего не рассказывает плохого о себе и своих близких. А также в действительности ваши страдания могут быть связаны с тем, что у вас есть семья, и вы начинаете страдать. Он мне изменяет, он, наверное, на меня не смотрит и там так далее. Не страдайте. Найдите в себе силы и напишите себе на бумажечке «Я не страдаю». Что бы ни происходило здесь у вас, находите возможность от этого не страдать никогда. Любой негатив, возникающий в вашей груди, хороший он или плохой, он не настоящий. Как определить, влияет ли на вас что-либо или какая-либо энергия негативная или нет? В случае, если вы чувствуете что-то в своей груди и вы не можете объяснить, что это такое, почему вам плохо, это говорит о том, что это влияние. Но такое влияние, от него легко избавиться. При помощи чего? При помощи необращения на него совершенно никакого внимания. То есть сказать, я это отпускаю, мне это не интересно. И не обращайте внимания. Так, как будто это одновременно и с вами, и не с вами. Если не обращать на это внимание, то что хотят от вас? От вас хотят страданий, чтобы те состояния, которые возникают в вашем теле, заставляли вас страдать.
Поэтому они ждут, когда вы страдаете, и в тот момент, когда вы испытываете боль, страдания, в этот момент больше всего отдаете энергии на ту сторону вашего похитителя энергии, какой бы она ни была. И в случае, если вы не обращаете на это внимания, отвлекаетесь, не смотрите на это, и даже вы при выпитой таблетке, это все отключается. И вы больше становитесь энергетически независимыми, неинтересными. Поэтому второй пункт звучит так. На пути к воину нельзя страдать. А что необходимо говорить? Вчера я говорил эти слова, сегодня скажу. А давай. Вот «а давай» — это очень правильные слова для вашей жизни. Научитесь говорить слова а давай попробуем, а давай сделаем, а давай это сделаем, а давай прежде всего для себя. И заключительная ступень, которая вчера мной была максимально обработана, и я ее хотел прям максимально устранить, но так и не смог, это проклятие последнего шага. У многих людей, у большинства, есть проклятие последнего шага. Как оно проявляется? Вот, допустим, человек мечтает, он говорит, вот я возьму Андрея Андреевича БАДы на реализацию, там, буду их продавать, заработаю на этом деньги. Как я их буду продавать? Открою магазин, поставлю туда БАДы, буду сама, насмотрелась видео Дуйко, и буду сама их рекомендовать людям, возможно, кому-нибудь пойду. И так далее. После этого все смонтировалось в идеальную картину жизни, в которой вы уже четко тот человек, который хочет это делать. Вы горите этим, находите возможности, общаетесь со мной, я говорю, хорошо, там Инна, Ира, Валя, занимайтесь, пожалуйста, отгружаю вам на 4, там, на 10, на 120 тысяч долларов товар, вы его привозите домой, и после этого у вас на этом заканчивается. Почему? Потому что вы привыкли жить в одной плоскости. Эта одна плоскость, она является вашей жизнью. Жизнь каждого человека, она одноплоскостная. Она, во-первых, горизонтальная, и, во-вторых, она плоская. Что значит плоская? В этой плоской жизни необходимо сделать еще один шаг. И вот этот шаг, который нужно сделать, он называется мертвой точкой. Всегда выход из мертвой точки, он всегда сложный для человека. И любой шаг вверх к богатству, к достижениям или еще к чему-либо, он всегда должен быть тяжелым. Он должен быть тяжелым. Вот смотрите, девочка обратилась ко мне, у меня там есть деньги, я хочу положить в банк, зарабатывать много денег. Это простой шаг. Он не принесет ей дохода в жизни. Он простой. А если шаг тяжелый, а ждать, допустим, можно положить деньги гораздо меньше, но каждый год зато безопасно. Этот шаг с надеждой на всю жизнь, и он лучше. Да. Не делайте это в постсоветском пространстве, у нас не отдают деньги. И последний шаг, это когда вы, допустим, взяли что-либо, говорите себе, я возьму, буду продавать, у меня будет получаться. И так далее. Берете, это лежит у вас в туалете, рядом с кроватью или рядом на подоконнике, вы не можете это сделать, потому что это 100% принесет вам высокий доход, 100% поможет вам больше продавать, 100% у вас будет с этого успех, но вы не можете. Почему? Вас удерживает желание еще одного шага вверх. Вот этот шаг вверх, его необходимо делать. И еще, наверное. Это на пути к воину нужно всегда знать, что вы должны быть достигаторами. Что это обозначает? Вот у меня, допустим, с вашей жизни. Вот я просматривал женщину, она в Харькове живет, наверное, Люда ее зовут. И ничего, что рассказываю. И она в Харькове живет, и у нее есть муж. И вот она хочет еще дополнительно открыть, открыть точку. У них там точка, она там где-то рядом с центром находится, чем-то мелким они торгуют. И вот она хочет еще одну точку открыть, еще. Но это затратно, сейчас не очень большие доходы и так далее. И вот она разговаривает с своим мужем, а он ей говорит, нет, этого не нужно, зачем нам нужно и так далее. И вот это все отходит на другой план. И такое у нее уже не первый раз. У нее было такое, когда она говорила, а давай возьмем товар вот у этих людей. И он говорил, да зачем нам нужно, потом надо рассчитываться и еще что-то. И она слушала его мнение и не делала. Слушала мнение близкого и не делала. То есть ее легко остановить.
а ей нужно обязательно это сделать. Даже если, вот смотрите, это не даст ей ни прибыли, ничего в жизни, но она должна быть инициатором и реализовать вот этот последний шаг. Быть человеком, который оканчивает. Это очень важно. Когда у человека есть намерение, очень важно это намерение закончить. Многие из вас имеют проблемы, проклятия проявленных намерений. То есть вы сделали все для того, чтобы поставить последнюю точку, сделать последний шаг и так далее. Но вы этого не делаете. А нужно это обязательно сделать. Это приведет вас на путь воина, высокоресурсное состояние, в котором у вас будет много энергии всегда. Помните это.